Друзья, приветствую вас. Это утренний выпуск. Курс доллара, курс евро, курс рубля. Основные макроэкономические события. Давайте рассмотрим, что происходит и что нам ожидать сегодня на открытии. Так, по китайскому юаню пока никаких движений нет. Болтается он вблизи локального дна. Это хорошо, потому что значит ничего такого страшного не происходит в Китае. Или в Китае с Соединенными Штатами. Так, китайский индекс CSI 300 отбился вот от этой поддержки, пошел наверх. Это позитивный момент. То есть если Китай не стал сейчас падать, это значит, что есть какие-то ожидания, которые его держат наверху. Но здесь, видимо, были выходы фондов или каких-то крупных игроков. Вот, сейчас у нас цель движения 4680. Если он идет наверх сюда и здесь торгуется, то следующий рывок будет на 4830. Вот это движение, если сейчас развивается на этой неделе, это достаточно позитивный момент. И вполне вероятно, что на остальные рынки, на наш это тоже окажет хорошее влияние. Но, по крайней мере, в боковике поддержит, если уж рост не вызовет. Чего не скажешь об американском индексе S&P. Вот здесь у нас SFD на фьючерс уперлись, легли на 3200 почти. Ну, если еще сейчас будет пробой 3195-3193, то уже можно сказать, что здесь развивается полноценная коррекция и посыпется он 3130 и потом может быть 3030. Единственное, я думаю, конечно, было бы нелогично сейчас вот это движение сделать. Здесь более обоснованным было бы дорасти до перехая, сделать перехай, сходить на 3400, 3450 и после этого уже развивать корректирующие движения. Сегодняшнее заседание ФРС и объявление ставки, которое будет 21:00. Но я думаю, здесь ситуация следующая. Конечно, там ничего резать не будут. Ну и скорее всего ничего нового такого не введут. Потому что сейчас более или менее баланс, вводить какие-то дополнительные меры, резать ставки или предоставлять дополнительную ликвидность на текущий момент, я полагаю, нет никаких оснований. Но в зависимости от того, что скажет Пауэлл на конференции, какие будут дальнейшие движения, взгляд ФРС на развитие экономики, здесь, ну скажем так, это существенно может повлиять на рынок. И я думаю, ситуация перед ФРС и во время ФРС, то есть когда будут объявлять, здесь достаточно волатильно будет. С другой стороны, как бы с учетом того, что ничего, скорее всего, не поменяют, не объявят, здесь все внимание будет на эмоциональный фактор, как игроки отреагируют. Но вот сейчас ситуация такая по S&P, что здесь уже, ну, если вот особенно недельку поставить, идет поджатие к уровню. В таких ситуациях чаще всего бывает пробитие и финальный вынос. Вот его нам не хватает для того, чтобы начать полноценное корректирующее движение вниз. Критерий, почему это должно произойти? Ну, есть опережающий индикатор NASDAQ. NASDAQ сходил на исторический хай. Не хватает такого же действия для S&P. Если такое действие будет совершено, тогда весьма вероятно, что вот сходив на 3370 и тем более пробив исторический хай, мы после этого начнем корректироваться. Сейчас очень высокая волатильность, и сказать, что вот однозначно я вот считаю, что на заявлении ФРС произойдет вынос и после этого пойдет падение, я не могу. Но я думаю, что такой сценарий, он возможен. Посмотрим, как будут развиваться события ближе к заседанию ФРС. Но мне кажется, это был бы логичный ход, что во время, перед заседанием мы порастем. Может быть, даже в момент объявления, когда Пауэлл скажет что-то хорошее, мы продолжим рост, и потом начнется уже основательный падеж. Вот. Сейчас я вижу этот сценарий таким образом. Но надо еще посмотреть в течение дня, какие будут события и куда будут двигаться корректировки. В принципе, если сейчас будет пробитие 3195-3193 по S&P, мы уже здесь сейчас увидим падение и движение вниз. Вот. Но вот в наибольшей степени сценарий, который приходит в голову, это перехай и потом начало сильной корректировки.
Так, далее VIX, индекс волатильности, индекс страха. Но здесь вот у нас был с начала июня нисходящий тренд. То есть, по идее, мы отсюда должны были сходить на 21, 18 и потом 15. Но здесь вот что-то пошло не так, мы развернулись и начали движение наверх. Пока на текущий момент это все перешло в проторговку. Но в любой момент, если сейчас пойдет пробитие уровня 30-30,5, то мы можем увидеть очень стремительное движение на 35 и выше. Это чревато тем, что рынки начнут сыпаться. Но вот на текущий момент, на сегодня, здесь никаких сигналов пока нету по нему. То есть он находится в боковике. И поэтому тут никакой информации считать из него, я думаю, сейчас нельзя. Так, друзья, далее индекс доллара. Индекс доллара здесь, как мы видим, разворотная формация от промежуточного уровня 93.41. Ну, как бы с точки зрения техники, здесь формально вчера произошел разворот. Осталось дождаться подтверждения объема. Потому как формация разворотная, уровень сильный, хотя не самый сильный. Ну и в принципе отсюда может произойти разворот. Критерий этого разворота, если сейчас будет подтверждение и мы пробиваем вот этот уровень и закрепляемся выше него. Сегодня или на этой неделе. Если такое происходит, то да, можно будет сказать, что вероятнее всего здесь мы наблюдали разворот. Вот. Но опять же, с учетом траектории вот этого движения, как она происходила, было бы логично его довести до 90. Вот. Но как бы на текущий момент можно сказать, что вероятно произошел разворот. И посмотрим, будет или не будет сегодня и в ближайшие дни подтверждение этого разворота. Если будет, то сила развернется в сторону доллара. Доллар будет расти к другим валютам. А что такое рост доллара? Это риск off и соответствующие выводы из этого. Так, друзья, далее индекс RGBI. Ну вот, собственно говоря, вчера рубль-то и завалили из-за того, что из ОФЗ начался отток. Вот это движение, которое здесь пошло нисходящее, оно, я думаю, ну вот либо оно сейчас завершится, то есть мы увидим здесь стабилизацию, проторговку и, возможно, какой-то отскок. Если этого не происходит сегодня, мы с утра продолжаем падать, и тем более пробиваем 155.35, то это уже сигнал. Значит, сегодня ОФЗ размещение пройдет не очень хорошо, и это будет заранее триггер для того, чтобы рубль начал ускоренно ослабляться. Так, давайте посмотрим, что фьючерсами на ММВБ. Фьючерс рубль-доллар. Что мы с вами видим? Ну, смотрите, юрики вчера под вечер нарастили короткие позиции. То есть, ну, конечно, тут не сказать, что прямо такая большая разница, дифференциала особо сильного нету. Вот, ну как, ну, побольше процентов на 40-30, то есть прям не в разы разница. Но тем не менее, то, что такая ситуация, это вполне может привести к тому, что мы сегодня с утра увидим укрепление рубля. Но опять же, это не является стопроцентным каким-то вектором. Это одно из направлений. Далее, евро. Здесь, как ни парадоксально, делают ставку на рост евро к рублю. Но что самое удивительное, рост евро к рублю, снижение доллара к рублю и при этом снижение евро к доллару. То есть здесь какая-то коллизия, на мой взгляд, потому что это ну, немножко как бы они в одну колоду не укладываются, такие расклады. Так, далее РТС. Но здесь юрики нарастили короткие позиции. То есть они ожидают, что РТС будет все-таки проседать. Но опять же, здесь вот это изменение позиции, оно в последнее время очень небольшое. Это говорит о том, что волатильность не высока в индексе. То есть он в боковике застрял наглухо. Так, по серебру. Ну, по серебру порезали короткие позиции. Ожидают отскока. Вот, по золоту здесь я бы сказал так, что ситуация до конца не ясна, но свечные модели на дневном таймфрейме указывают на то, что вероятен либо разворот, либо какой-то хороший корректирующий откат на дневках. Сейчас мы потом более детально посмотрим. Так, ну и по нефти юрики позакрывали шорты, резанули, но вроде бы вот магический физик, он все еще пребывает в лонгах по нефти. Так, друзья, но нефть просела, ушла вот сюда, вот в этот боковик
Сегодня в 17:30 данные по запасам. И поэтому по нефти сегодня тоже будет, я думаю, движение. Ну, пока, правда, непонятно, куда развернет вектор, но, судя по всему, здесь пошел нисходящий тренд. Вот не пробили и постепенно набирает обороты снижения. Вот здесь была попытка разворота. Вот, но эта попытка разворота, видите, она просто в рамках пшикнула, в рамках боковика, и все, никуда она не пошла, развития не получила. Ну и поэтому, на мой взгляд, вот текущая формация, она указывает на то, что здесь лучше ориентироваться на то, как будет движение в этом боковике происходить. Если пойдет пробитие нижней границы, точнее даже уже диапазона вот этого на объеме, то отсюда мы увидим движение, цель которого уже будет, скорее всего, не здесь находиться, не 42.66, а разовьется более глубокая просадка на 42 и, возможно, даже 41.32, вот сюда, вот до этого значения. Если у нас происходит пробитие вот этой верхней границы, то у нас отсюда развивается движение, цель которого 44, и потом тестирование и попытка пробоя 44.75. Но опять же, по нефти, если рассматривать сегодня ситуацию, ну буквально 1-2 дней, вообще идей не вижу. Единственная идея здесь заключается в том, что когда к одной из границ подходит, сразу растут объемы в противоположном направлении и происходит отскок. То есть идет боковик, и пока не будет какого-то события, инициирующего выход, скорее всего так она и будет болтаться, но может быть немножко границы будут меняться. То есть сейчас вот граница немножко расширилась, она стала 42.95, 44.13, вот так вот где-то проходит. То есть видите, они немножко могут сдвигаться, эти границы. Но в любом случае, пока пробития не будет на объеме и закрепления, скорее всего вот эта болтанка, она будет продолжаться. Ну, судя по всему, она, наверное, еще где-то до конца этой недели точно. Мы будем туда-сюда бегать. Вот. Единственное, сегодня заседание, сначала данные по нефти, потом заседание ФРС. И здесь, конечно, вполне могут выносить. Куда будут выносить? Давайте смотреть по тому, как будет проходить движение перед этими событиями и какие уровни будет щупать. Потому как из-за того, что волатильность высока, здесь заранее сложно однозначно, ну или, скажем так, более или менее вероятно выстроить прогноз. Но единственное, по моим ощущениям, до заседания ФРС, скорее всего, вот мы где-то вот здесь, в этом диапазоне, и будем ходить. Сейчас, как бы, с моей точки зрения, смысла открывать сделки на текущий момент нет, потому что мы находимся в середине диапазона, и здесь, по сути, надо дождаться, куда будет движение, к верхнему или к нижнему краю. И там уже, исходя из формации, которая будет, из объема, необходимо будет принимать решение. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Так, ну у нас вот пробитие важного уровня произошло вчера, 72.1, 72.13, закрепились выше этого значения. И теперь по логике вещей полагается осуществить движение в диапазон 73,5-74. Есть еще вот промежуточная цель, она в районе 72,8 находится. Вот, но сейчас как бы сложно говорить, будет, не будет она препятствием. Вот, то есть вот если бы вчера мы к ней подошли и в нее ударили, тогда она была бы однозначно препятствием. Сегодня уже, конечно, она свою актуальность потеряла. Вот, но у нас что получается? У нас с одной стороны идет размещение ОФЗ сегодня, которое, судя по всему, не очень хорошо будет размещаться. С другой стороны, юридические лица, шорты по доллару понарастили, то есть они ожидают, что будет снижение. Вот. Но как бы по индексу доллара у нас там снижением не пахнет, у нас скорее разворотная формация и начало роста доллара. Поэтому здесь ситуация, конечно, достаточно сложная. Давайте часовик посмотрим. Но прежде чем к часовику перейдем, вот здесь у нас диапазон движения 73,5-74. То есть это вот куда может в самое ближайшее время выстрелить. И если вот он здесь закрепляется, то отсюда уже движение идет на 77, 76,8 и потом, соответственно, уже 80. Так, ну вот часовой таймфрейм. Так, что здесь могу сказать? Вот был набор позиций здесь.
Вот тот набор позиций, который был здесь, его разгрузили вот здесь, весь. Вот. Но там был набор позиций еще раньше, который пока я не вижу выхода этого объема. Так, ну здесь, я думаю, ситуация следующим образом будет разыгрываться. Вот если у нас на открытии сейчас пойдет пробитие вот этого диапазона на объеме, который начинается от 72,6 и заканчивается 72,7, то я так думаю, что, наверное, вот этот уровень, он уже особым барьером не послужит. Разовьется движение, цель которого будет вот сюда, вот 73,5, 73,52. Это в случае, если пробой вот этого диапазона на открытии происходит, на объеме. Если у нас развивается обратное движение, то есть мы увидим пробой вот в рамках этой проторговки нижней границы, и, соответственно, пробито будет 72,4, 72,31, то отсюда у нас разовьется движение вот сюда, вот на этот уровень. Если мы на этот уровень пойдем и его сразу пробьем, то высока вероятность того, что мы увидим, по крайней мере, хотя бы короткий откат, цель которого будет вот эта зеленая линия, точнее диапазон от этой зеленой линии до вот этого значения. Такое вполне может произойти. Здесь есть ряд противоречивых моментов, но вот для меня как бы непонятно то, что касается набора позиций, потому что то, что было накануне, его отстреляли. То, что было ранее, я не вижу выхода этого объема, и, соответственно, если его выхода нет, значит он может тянуть наверх и разгружаться там. Исходя из 4-часового таймфрейма нет подтверждения о развороте. То есть вот эта формация, она указывает на то, что здесь либо будет проторговка вот в этом диапазоне, либо движение наверх продолжится. Вот, поэтому я думаю, наиболее целесообразно здесь ориентироваться на то, в какую сторону будет пробитие. Потому как, с одной стороны, вот этот тренд растущий не сломан, объемы, которые были набраны несколько дней назад, они не вышли. Вот, и поэтому есть все основания для того, чтобы движение пошло дальше. Вот, но с другой стороны, юрики нарастили шорт по доллару. Вот, то есть вполне как бы, может быть, это хеджирование перед размещением ОФЗ. Пока непонятно. Давайте вот смотреть, в каком направлении пойдет движение с объемом. Так, друзья, далее евро-рубль, tomorrow дневной таймфрейм. Ну что здесь могу сказать? Ну, у нас как бы дорога наверх, она открыта. То есть отсюда вполне как бы все движение только вверх и вверх. И единственное, как бы, почему это может не произойти, если вот сейчас, сегодня произойдет разворот и откат. Хотя бы вот сюда, вот на эту синюю линию 83,4, а в идеале вот сюда, к зеленой этой границе. Вот. Но вероятность такого события, с моей точки зрения, невысока. Поэтому здесь все-таки в большей степени напрашивается либо боковик и попытка разворота, но не разворот, или дальнейшее движение уже на 88-89. Так, ну вот если смотреть 4-часовик, здесь картина получается, как у доллара, видите, была попытка разворота, но эта попытка разворота потом была нивелирована. Поэтому здесь либо движение в диапазоне 85,2, 84,9, или при пробитии на объеме вот границы вверх, соответственно, у нас будет нести уже в направлении, там первая цель, она 86, 86,2, и пробитие нижней границы, произойдет откат, цель этого отката 84,25, вот сюда вот. Но здесь как бы, если часовик анализировать, получается, что объем, который был вот здесь вот набран перед движением, его пока не выпустили. Поэтому по евро пружина, с моей точки зрения, она еще более сильно сдавлена, нежели по доллару. Вот. Вопрос только в том, насколько ЦБ он допустит такое резкое движение по ослаблению рубля за вот эти дни. Мне кажется, сейчас только в это упирается. Если он это допустит, то, соответственно, мы увидим сегодня уже движение на 86, ну и в ближайшие дни 88,5, а то и 89. Если все-таки, ну мне кажется, с точки зрения рациональности, здесь надо бы какой-то откат сделать вниз, потому как август еще не наступил, а уже позиции рубля сдали. Поэтому здесь, наверное, более оптимально ориентироваться вот это 15-минутный таймфрейм, куда будет с утра идти пробитие. Если будем пробивать 85,2,
то это будет на объеме и будет подтверждено проторговкой, то скорее всего разовьется космос, и мы увидим новые высоты по евро-рублю. Если все-таки с утра мы на объеме пробиваем 84,9, 84,8, то у нас сначала будет откат вот сюда вот, и здесь уже надо будет смотреть, по идее, вот если пойдет дальнейший пробой 84,7, то все, как бы здесь получается у нас идет откат по евро. И, соответственно, этот откат, скорее всего, будет на 84,2, вот сюда вот 84, вот в этот диапазон. Но опять же, по 15 минутке, если ориентироваться, здесь более вероятно сначала на открытии движения на 85,2, вот сюда вот постучаться в эту крышечку. Если она на объеме не будет пробита, то отсюда отбой. И, соответственно, движение далее сверху на пробой 84,9 и как минимум корректирующий откат на 84,78. Далее, если здесь проторговка не приводит к возврату, то отсюда развивается движение, цель которого корректировка на 84,2, 84, вот сюда вот куда-то в этот диапазон. Итак, вот мое основное видение по рубль-доллар и евро-доллар. Но здесь я все-таки думаю, даже если откат вниз и по доллару, и по евро состоится, все равно дальнейший тренд на ближайшие недели он будет на рост валюты к рублю. Потому как ЦБ, видимо, ощутимо сократил сброс валюты, это раз. И во-вторых, с 1 августа, вы знаете, открывают авиасообщения. Соответственно, те российские туристы, которые поедут, им нужна валюта для того, чтобы отдохнуть, набраться сил, купить новое гражданство и так далее и тому подобное. И поэтому здесь, я думаю, что откаты надо использовать для того, чтобы либо внутри дня, либо средне и даже долгосрочно затариваться и долларами, и евро. Причем, судя по всему, если произойдет все-таки подтверждение разворота доллара на рост, доллар, я думаю, будет более интересен даже, чем евро. Все, друзья, спасибо за внимание.